Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео вторая часть по вязанию вот такой куколки-фиалки. Более подробно про куклу и про необходимые материалы для ее вязания я рассказала в первой части. Переходите по ссылке в описании под видео. Также в первой части мы связали ручки и ножки. Сейчас продолжим вязать тело, шею и голову. Но оформление дальнейшее уже будет в третьей части. У кого готовы ручки и ножки, мы с вами продолжаем. Приятного вам вязания! Начинаем вывязывать от ног туловище. Набираем 3 воздушные петли. Присоединяемся к первой ножке. Соединительный столбик. И сразу же провязываем первый столбик без накида. Всего по этой ноге нам нужно провязать 20 столбиков. Второй. Третий. Четвертый. 19 и 20 столбик. Теперь провязываем 3 столбика без накида по одной стороне цепочки из воздушных петель. Вяжем первый столбик, второй и третий. Далее по второй ножке провязываем также 20 столбиков без накида. Первый, второй, третий, 19 и 20 столбик. Дальше вяжем 3 столбика без накида по второй стороне цепочки из воздушной петли. Первый, второй, третий. Закончили ряд. Это мы с вами провязали первый ряд туловища. Получилось сейчас 46 столбиков. Следующие 5 рядов со 2 по 6 провяжите по 46 столбиков без накида. Вязание идет вот так по кругу. Провязали. Вот такое тело у нас получается. Следующий ряд 7. Провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10. Провязываем убавку. Дальше вяжем 9 столбиков без накида, убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9. Провязываем убавку. Получается, мы сейчас с вами провязали 10 столбиков без накида, убавка, 9 столбиков без накида, убавка. Еще один раз провязываем точно так же. 10 столбиков без накида, убавка и 9 убавка. В итоге получится 42 столбика. И в 8 ряду провяжите 42 столбика без накида. В 9 ряду провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вяжем убавку.
Дальше провязываем 19 столбиков без накида. Первый, второй, 18 и 19 столбик. Снова провязываем убавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 11 столбиков без накида. В 10 ряду провязываем 40 столбиков без накида. В последнем столбике 10 ряда меняем нить на бежевую. В 11 ряду вяжем 8 столбиков без накида убавка 4 раза. Провязываем первый столбик, сразу же ввязывая хвостики. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой столбик и провязываем убавку. Так повторяем до конца ряда. Получается, один раз провязали, еще 3 раза вяжем 8 столбиков убавка. В итоге у нас получится 36 столбиков. И следующие 2 ряда, 12 и 13, провяжите по 36 столбиков без накида. В 14 ряду провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и вяжем убавку. Далее провязываем 16 столбиков без накида. Первый, второй, 15, 16 и провязываем убавку. Далее довязываем до конца ряда 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Получилось сейчас в этом ряду 34 столбика. Добавляйте наполнитель. И следующие 6 рядов с 15 по 20 провяжите по 34 столбика без накида. Провязали, добавили наполнитель. Вот так сейчас у нас выглядит фигурка куколки. В следующем ряду будем ввязывать ручки. Обращаю ваше внимание на то, где заканчивается у меня ряд. Если у вас столбики сместились, провяжите дополнительные, чтобы конец ряда был ровно посередине. Про вот такое я вам уже рассказывала, когда мы вязали ножки. Начинаем ввязывать ручки. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Далее берем ручку, пальчик смотрит вперед, захватываем петлю ручки и сразу же вводим крючок под петлю на теле. Провязываем их вместе. Первый раз также делаем со второй петлей, с третьей, с четвертой и с пятой. Далее провязываем по телу 12 столбиков без накида. Первый, второй, 11 и 12 столбик. Берем вторую ручку и ввязываем точно так же. Захватываем петлю на ручке и петлю на туловище. Первый раз,
второй, третий, четвертый и пятый. Довязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Следующий ряд 22, провяжите 34 столбика без накида. В 23 ряду провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем убавку. Три столбика без накида. Первый, второй, третий. Снова провязываем убавку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, девятый, десятый. Провязываем убавку. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И снова провязываем убавку. Довязываем до конца ряда 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Сейчас у нас с вами получилось 30 столбиков. Добавляем еще наполнитель. Следующий ряд вяжем 24 и провязываем подряд 15 убавок. В итоге у нас получится 15 столбиков без накида. Провязали, снова добавляем наполнитель. В эти части тоже добавляем, чтобы они были не прям вот такие плоские, а немножко объемные. Вяжем следующий ряд, 25. Провязываем 3 столбика без накида, убавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий и провязываем убавку. Так вяжем ряд. В итоге у нас получится 12 столбиков. Вот что получилось. И следующие ряды с 26 по 37, это получается 11 рядов, мы провязываем по 12 столбиков без накида. После того, как провяжете еще 1-2 ряда, подготавливаем проволоку. Она нужна для того, чтобы после голова не заваливалась. По желанию вы можете не использовать проволоку, а, например, взять ватные палочки. Я покажу на примере. У меня здесь вот такие деревянные. Они, к сожалению, не очень хорошо подходят, потому что они прям при любом нажатии легеньком они ломаются. Поэтому, если пластиковые, то их можно использовать. Просто обмотайте их хорошенько в несколько слоев лейкопластырем. Вот таким образом. Изолируя потом вот здесь все, чтобы было аккуратно. Вот так. Плотно-плотно их соберите. Но вот такие деревянные я не рекомендую, потому что они сильно ломаются. Но вы смотрите по своим, может быть, у вас какие-то более качественные. Вот таким образом. Вот у меня, видите, раз и все, и шея будет болтаться. Поэтому проверяйте качество своих палочек, если будете их использовать. Но я использую проволоку. У меня это какая-то очень плотная, оцинкованная, и она тонкая. Я складываю ее в 2 раза и вот так же обматываю лейкопластырем. Проволоку я покупаю в обычном магазине, иду на ярмарку, там мужчины стоят, продают какие-то сетки, проволоки, все прочее, беру у них
потому что однажды я заказала на Вайлдберрисе, и пришла какая-то мягкая, гнущаяся, мне использовать ее пришлось в 6 слоев сложенную. Ну, как бы совсем не экономичный расход. Поэтому походите, если у вас есть такие магазины, ну, наверняка, походите, поспрашивайте, может быть, там найдете подходящую. В общем, сначала с помощью ножниц подготавливаем отверстие, раздвигаем наполнитель по сторонам, чтобы было проще вставить эту проволоку. Все, и остальные ряды уже вяжите с ней. Единственное, в процессе вязания по краям добавляем наполнитель, чтобы не образовалось пустых мест. Провязали необходимое количество рядов на шее. У меня не получилось плотно вязать. Видите, отличаются очень сильно разница. Столбики эти маленькие, эти большие. Поэтому я провязала 9 рядов. Тут регулируйте сами. Если видите, что достаточно длины, то оставляйте 9. Если нет, то еще можете вязать. В общем, из-за того, что они крупнее, у меня получилось 9. Теперь вяжем следующий ряд заключительный. Провязываем подряд 6 убавок. Первая. Вторая. И так еще 4. Провязали. Теперь вяжем соединительный столбик в первую петлю. Воздушная нить вытягиваем. Вытягиваем такой длины, чтобы хватило сейчас с помощью иглы стянуть оставшееся отверстие. Берем иглу, вводим ее за переднюю полупетлю и подтягиваем. Дальше вводим за следующую полупетлю, третью, четвертую, пятую. Вот что у нас сверху получилось. Дальше вводим ее в середину, выводим где-нибудь в стороне. Завязываем узелок. И прячем хвостик с другой стороны. Обрезаем нить, и вот такое тело у нас с вами получилось. Начинаем вязать голову. Для этого делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Кольцо затягиваем. Вяжем следующий ряд второй. Провязываем подряд 6 прибавок. Первая прибавка, в следующую петлю вторая. И так все 6. В итоге в конце ряда у нас получится 12 столбиков. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем так 6 раз. Вяжем столбик и в следующую петлю прибавка. Второй раз также столбик и прибавка. Вяжем так ряд до конца. В итоге получится 18 столбиков. В четвертом ряду провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Далее вяжем 2 столбика без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй и прибавка. Это мы провязали 1 раз, еще 4 раза. Также 2 столбика, прибавка. Провязали, и теперь довязываем оставшийся 1 столбик без накида. В итоге сейчас получилось 24 столбика. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и
Провязываем прибавку. Вяжем так до конца ряда. В итоге получится 30 столбиков. В шестом ряду провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. И вяжем прибавку. Далее провязываем 4 столбика без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый. И вяжем прибавку. Это мы с вами провязали один раз, еще 4 раза вяжем также 4 столбика прибавки. И довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика. Первый и второй. Получилось 36 столбиков в этом ряду. Следующий, 7 ряд, провязываем 5 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И вяжем прибавку. Довязываем так ряд до конца. В итоге получится 42 столбика. В 8 ряду провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем прибавку. Дальше провязываем 6 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и прибавка. Довязываем так нужное количество раз. И теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 3 столбика. Первый, второй, третий. Получилось у нас сейчас 48 столбиков. В 9 ряду вяжем 7 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик и провязываем прибавку. Довязываем так до конца ряда. В итоге у нас получается 54 столбика. И следующие 9 рядов, это с 10 по 18, провяжите по 54 столбика без накида. Провязали эти 9 рядов. Следующий ряд 19, провязываем 20 столбиков без накида. Первый, второй, 19 и 20. Далее провязываем подряд 3 прибавки. Первая, в следующую петлю вторая, и в следующую петлю третья. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Снова провязываем 3 прибавки. Первая, вторая и третья. Далее довязываем до конца ряда оставшиеся 20 столбиков без накида. Провязали, получилось сейчас 60 столбиков без накида. Следующие 5 рядов, это идет с 20 по 24, провяжите по 60 столбиков. Провязали. Теперь вяжем следующий ряд 25. Провязываем 2 столбика без накида, убавка, повторяем так 15 раз.
Первый столбик, второй и вяжем убавку. Снова первый столбик, второй и убавка. Довязываем так ряд до конца. В итоге у нас получится 45 столбиков. Ряд провязали, теперь давайте установим безопасные глазки. Я их устанавливаю между 17 и 18 рядом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Расстояние между ножками глаза 10 столбиков. Получается, на закрытых глазках, уже установленных, расстояние раз, два, три, четыре, пять, шесть, где-то 7,5 столбиков. Закрепляем глазки. Вяжем следующий ряд. В 26 ряду провязываем 3 столбика без накида убавка. Повторяем так 9 раз. Первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. Первый столбик, второй, третий и убавка. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 36 столбиков. В 27 ряду вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Провязываем убавку. Дальше вяжем 4 столбика без накида убавка 5 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и провязываем убавку. Один раз провязали, еще 4 раза вяжем также 4 столбика убавка и довязываем до конца ряда 2 столбика. Первый и второй. Сейчас у нас получилось 30 столбиков. Добавляем наполнитель примерно до середины головы. Следующий ряд 28. Провязываем 3 столбика без накида убавка 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий и провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда. В итоге получится 24 столбика. Добавляя наполнитель, распределяйте его больше по бокам, чтобы середина, примерно толщиной с ваш большой палец, осталась без наполнителя. Вот получается. Распределяете наполнитель, в серединке остается пусто. Но в верхушку тоже вот сюда обязательно добавьте. Вот так. Наполняем хорошо, особое внимание уделяя щечкам, чтобы здесь не осталось складочки. В середину у нас потом будет вставляться шея. Вяжем 29 ряд. Провязываем 1 столбик без накида. Убавка. Далее вяжем 2 столбика без накида убавка 5 раз. Первый столбик, второй и убавка. Вяжем так нужное количество и довязываем до конца ряда 1 столбик без накида. Сейчас у нас с вами получилось 18 столбиков. В 30 ряду провязываем 4 столбика без накида убавка. Повторяем так 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый и провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда, в итоге получится 15 столбиков. Следующий ряд 31. За заднюю полупетлю провязываем 15 столбиков без накида. Первый,
второй, третий и так до конца ряда. Провязали. Теперь добавляем хорошо наполнитель, формируя нижнюю часть головы, оставляя небольшое отверстие в середине, чтобы можно было потом вставить туда шею. Дальше мы будем вывязывать часть шеи, и ее уже не наполняем. Следующие 9 рядов с 32 по 40 провязываем по 15 столбиков без накида. Уже за обе стенки петель, как обычно мы с вами вяжем. Провязали 9 рядов шеи. Теперь в следующий столбик провязываем соединительный, воздушную петлю, нить вытягиваем. Сильно длинную вытягивать не нужно. Все, добавили полностью наполнитель, сформировав нижнюю часть головы. Теперь нам нужно с вами вставить вот в эту шею вовнутрь. Для этого берем ножницы обязательно с тупым краем, чтобы не повредить наше вязание. Подгибаем ее и вставляем вовнутрь. Хорошо ее распрямляем внутри. И вот что у нас с вами получается. Уже в третьей части я покажу, как оформить лицо, сделать утяжку, реснички, все прочее. И после покажу, как присоединить голову к телу. На этом пока что все. Увидимся с вами в следующей части.